Всем привет! Сегодня мы установим Docker, запустим в контейнере Selenium сервер и затем, это будет наша основная база перед тем, как уже работать, запускать сами тесты. Смотрите, в первую очередь нам абстрагируемся от всего, нам нужно установить Docker. Я хочу проверить, может быть у меня есть Docker предустановленный, откуда я знаю. Пишу. Например, там просто докер, ничего не найдено. Например, версия тоже ничего не найдено, докера нет. Окей. Затем я иду в Google и смотрю в официальной документации, есть информация, как мне установить докер. И там есть, я могу, очевидно, установить докер просто из Yama. У Yama есть какой-то набор пакетов. Докер обычно там скорее должен быть уже в наше время во всех современных этих списках пакетов. Но лучше всего, безопаснее всего, качественнее это скачивать из официальных репозиториев. В любом, тот подход, который вообще подход в плане установки каких-то приложений, там докера, не знаю, Nginx, Postgres, MySQL и так далее. То есть все это должно быть в парадигме построено на принципах infrastructure as a code, то есть инфраструктура как код. То есть это позволит нам минимализировать человеческий фактор. То есть что это значит? Я бы, например, сейчас не рассуждал бы на эту тему, а просто бы написал там sudo yum install docker. Вот я написал install docker. Он там проверил, да, там есть какой-то подман docker, там и тому подобное. Значит, вот и то это не то, что нужно. И тут мы бы тут установили. Потом бы внесли какие-то изменения в конфигурационный файл и так далее. А если бы мы внесли это неправильно, а потом бы думали, что правильно, ну как же, я не мог ошибиться, я это делал много раз. Это один момент. А второй момент, что если у вас не один сервер, а 5, ладно, там 10, 20, 30, 40, даже 10 серверов, одно и то же делать пальцами, задолбаешься. Но это уже никто так не делает. Можно было бы, конечно, здесь показать Ansible, как работа идет с Ansible, поскольку Ansible он решает эту задачу, с ним можно на несколько хостов, на большое количество хостов разворачивать инфраструктуру. Но я возьму промежуточное между тем, чтобы поработать, сделать баш-скрипты, и чтобы мы руками это не делали. То есть я ручные команды буду оборачивать в баш-скрипты, и мы будем эти скрипты запускать. Это не является продовым решением, это не является best practice на сегодняшний день в работе. Но так как нам нужно, главное, мы не устанавливаем, там наша задача сделать CI/CD наших тестов, чтобы они были в контейнере, закручивались, давали нам отчеты и так далее. Вот поэтому каким образом у нас выглядит Bash? Чем удобно то, что мы расшарили папку, то есть здесь у меня есть файлы в папочке scripts. Один из них Docker. И вот у нас первое начинаем, то есть как вообще я это сделал? Я сначала создал просто файл, а потом открыл его в нашей зашаренной папочке удобным образом и работал уже с Sublime текстом. Это намного удобнее, как мне кажется. Если есть такая возможность, почему бы не использовать? Конечно, надо уметь работать и с Vim, с Nano, и с прочими графическими прочими редакторами кода в консоли. Но если у нас есть удобная возможность, почему бы и не воспользоваться? Итак, значит, первое начинаем. Мы определяем оболочку. Во-первых, файл расширения SH, то есть наш bash, shell точнее, shell скрипт, который будет в оболочке bash. Далее я использую команду set с флагом e, set-e, для того, чтобы, если у нас на какой-то из строк случается ошибка, то скрипт перестанет продолжать свою работу. Если это не указать, то при какой-то ошибке он будет продолжать свою работу. Это
Во-первых, ну, в случае ошибки придется долго ждать, пока он там начнет исполняться, ты не понимаешь, случилась ошибка или нет, там, ну, в общем, либо ты напортачил, выполнилась какая-то ошибка, скрипт не упал, пошел дальше, наплодил еще кучу всяких гадостей, с которыми тебе придется потом разбираться, зачем это делать. И так далее. То есть вот эти команды, которые вы видите здесь, я просто открыл официальную документацию и взял, соответственно, сетапнул репозиторий. То есть я добавил в config yum config manager репозиторий докера. Затем я говорю, установи мне вот это вот все. Говорим, установи вот это все. Далее есть такое понятие, как systemd. То есть, условно, если мы говорим про Windows, там, не знаю, ну, macOS тоже, когда мы устанавливаем какое-то приложение, мы можем нажать, типа, чтобы оно было в автозагрузке. В процессах все время. То есть мы комп выключили, потом включили, а оно хоп, опять запустилось. Вот в systemd нам позволит сделать то же самое. То есть enable мы говорим, когда я включаю сервер, запускаю, докер сервис должен быть запущен, активен. Когда мы только устанавливаем все это, докер, у нас он в выключенном, так сказать, в dead, inactive состоянии. Нам нужно его запустить. Поэтому мы сначала enable включаем, потом делаем старт. Ну и все. Давайте попробуем, давайте попробуем. Мы указываем sudo, bash, говорим, давай bash, выполнись. Можно не обязательно с башем, там можно через слэш с точкой использовать install. Так, вроде все нормально, и тут упала ошибка. Мы видим, что у нас какая-то проблема. Он пишет, что у нас пакеты подмана, требуется там подман, там что-то, значит, получается не так, но то устанавливается не это. Ну, то есть, то, что мы хотим установить, не может установиться, потому что требуется одного, требует другое. Ну, в общем, короче, какая-то проблема. Я немножко погуглил там, и что я, значит, нашел? Что я там нашел? А вот, я нашел тот факт, что нужно удалить все подмановское из моей виртуалки. Поэтому, чтобы это было удобно, я вот это все закомментирую быстренько. Вот эти команды я ставлю. Я не буду оставлять ссылки, ну вот, например, на вот эту статью, может быть, вы столкнетесь тоже с этой проблемой, будете писать там, что же делать, где-то нашел, где-то нашел. Учитесь гуглить. Вы берете, пишите error, install docker, yum package podman. И давайте все это удалим, то есть я опять запускаю этот скрипт, ну, с той информацией, которую я изменил. Я понял, что я забыл сделать. Видите, у меня кружочек, я забыл сохранить. Сори. Вот, и видите, сколько лишних пакетов. То есть у нас там куча разных всяких подманов, build dash, containers команд. Короче, много всего. Давайте все это удалим. Так, все у нас удалено. Поэтому вот это мы удаляем. Я почему не оставляю это в скрипте, потому что это раз и больше этого не будет. И второй момент, что это не постоянно используемое, то есть мне не нужно каждый раз перед установкой это удалять. Поэтому я чисто для скорости просто добавил это в bash скрипт, и чтобы я ничего пальцами не напутал. И все. Здесь вы можете видеть, что я везде sudo пишу, можно не писать sudo везде. Я просто делаю как минимум для вас и для понимания, просто что мы смотрим, понимаем, что каждая команда, которую я указываю здесь, она выполняется из-под super user. Так-то я мог ничего здесь не указывать и просто выполнять bash скрипт под sudo и все. Install docker. Поехали. И вот теперь нормальные пакеты, все правильно, ошибок никаких не было. Вот все эти пакеты, которые есть, мне нужно их установить, конечно. И мы их устанавливаем. Так, у нас здесь все установилось. CTL, статус, docker, сервис. Все у нас enable, active, load. Да, значит, это у нас CTL позволяет работать с сервисами, то есть он позволяет посмотреть их статус, то есть запущен ли сервис, или там он упал, может быть какие-то тут логи его написались об ошибке. Информацию можно посмотреть, где у нас этот сервис вообще лежит, к какой группе он относится,
какой, не группе, в смысле, там, какой у него процесс, ID процесса, документацию, где можно о нем посмотреть, там, и так далее. Ну, вот такие, сколько он там памяти есть. Чтобы посмотреть нам докер, я настоятельно рекомендую. Почитайте, посмотрите про докер, побольше информации. Там, канал ADVIT, или как так. Ну, короче, там Денис Астахов, супер крутой, мощный девопс из Канады. Вот в Канаде живет. Он отлично уроки рассказывает, все показывает. Как бы крутой канал. Недавно 100 тысяч поднял. Вот, молодец. Ну и рассказывает он, конечно, специфически. Вот. ADVIT. Забыл эту аббревиатуру, ну там, в общем, Астахов, Денис. Там, что-то в этом роде, наверное. Так, значит, поизучайте, посмотрите про докер, про основы и прочее. Я просто, как мы здесь смотрим, демонстрируем, показываем пример, как можно на вашем каком-то реальном там учебном проекте что-то развернуть, сделать. А так это вы все можете сами, это достаточно легко. Ну так, базовые вещи, чтобы было понятно, если вы еще не посмотрели. У нас есть Docker PS. Это мы смотрим контейнер, запущенные контейнеры. Образ представляет собой, это как кубик маги для бульона. И вот вы хотите сделать бульон, то есть контейнер из кубика, а в кубике специи, приправы, все, что там должно раствориться, какого цвета он должен стать и так далее. Много всяких туда набитых характеристик. И вы кидаете в воду, то есть запускаете с помощью на основе образа в воду, значит, кидаете кубик бульона маги и получается типа там куриный бульон. Вот. То же самое представляет собой образ. Это там куча, это мы указываем, что мы куда копируем, вставляем, что там будет храниться в этом образе. Это то же самое, как у нас вот лежит то, что мы устанавливали, то есть образ нашего вот CentOS. То есть там же у нас все программы, всякие установки, там пакеты и прочее, прочее, прочее. То же самое контейнер, но только немножко по-другому. Особенность, специфика немножко другая, но смысл тот же. И вот вы на основе этого образа должны запустить контейнер. И нам сейчас нужно запустить контейнер, который связан с Selenium. То есть Selenium, если вы не знакомы, не знаете, что такое Selenium, изучайте, погуглите. Простым языком это у нас тесты, UI-тесты, то есть они должны показываться в браузере. И поэтому Selenium это наш браузер. То есть это веб-драйвер. Selenium веб-драйвер. Он позволяет нам использовать, пользоваться и воспроизводить, запускать тесты там и так далее и тому подобное. Давайте попробуем. Нам нужно его установить, скачать. Как это делается? Существует такая тема, во-первых, вот он, репозиторий, Docker, Selenium. Есть такая тема, как, это как Docker, это Docker Grid, так называемый. Есть такая тема, как Docker Hub. То есть это как GitHub, только в GitHub код и всякие такие штучки. А у нас здесь как бы хаб образов разных программ, сотни, миллионы, тысяч, там что угодно, начиная от баз данных, заканчивая вот Selenium. Даже есть как бы, все, тут почти люди, вы можете сами зарегистрироваться и добавить свои образы в этот репозиторий, в этот хаб. Мы открываем документацию, смотрим, то есть документация Docker Selenium, потому что мы понимаем, нам нужно поставить Selenium. Мы смотрим, что у нас здесь есть. У нас здесь под Quick Start. Нам достаточно вот это взять. Обращаю внимание, что здесь указан Firefox. Я использую Standalone Chrome. И версия у меня там будет 4.0.6, по-моему. Вот давайте посмотрим. Вот у меня этот запуск моего контейнера. Что я здесь говорю? Run — это команда Docker. Понятно, я говорю Docker, привет. Run я говорю запусти. Run — это всегда запуск контейнера. То есть, дальше мы будем говорить, мы будем создавать, сделаем свой маленький Docker файл, создадим свой образ, свой image. Вот это будет, чуть попозже. Итак, вот это Run. Вообще, ладно, не будем забегать вперед.
Run говорит, запусти мне контейнер. И дальше я говорю характеристики контейнера. Запусти мне контейнер с именем Selenium, который будет на порту 444, 4444. Что это значит? То есть мой контейнер, который запустится, он откроет порт 4444 и будет принимать, HTTP запросы на нем. Но я не смогу в него постучаться, если не проброшу этот порт на порт моей машины, потому что контейнер-то все изолированное. Но тут я говорю, что мы пробиваем дырочку, такое окошко из этого контейнера, из этой коробки. И из этой коробки можем там что-то передавать. И так вот, чтобы было понятно, не по всему контейнеру лазить, а мы знали, в каком месте, где эта дырка и какого она размера, мы конкретно указываем, что порт такой-то на порт такой-то. То есть в данном случае у меня на моей рабочей машине должен быть открыт этот порт и свободен. Но в контейнере он так и так будет открыт и свободен. Затем это shared memory size, то есть я позволяю, как мы шерим папочку, shared folder, также мы здесь shared memory делаем в момент запуска контейнера, то есть я позволяю там взять, использовать 2 гигабайта. Далее flag D, он обозначает, что это запуск в фоновом режиме, то есть демон. Мы указываем название самого образа, вот оно, и указываем тег. Я всегда рекомендую использовать, конечно же, версии определенные, чтобы это было не просто, если вы ничего не укажете, он использует версию latest, но мы не знаем, стабильна она или нет, и будет ли она совместима с тем, что вы хотите сделать сейчас. Если вы хотите сделать готовый какой-то продукт, он будет для стабильности определенно завязан на каких-то версиях определенных, current version. Вот, поэтому я вот указал такую. Вы можете указать любую другую, где найти, но вы также можете посмотреть вот. Смотрим нажимаем то есть, на релизы и смотрим вот тут 4.7.1, 4.7.0, 4.6.0, то есть много разных релизов. Все, у нас здесь готово, все, давайте попробуем запустим. Как запустим? Ну тут уже все просто, мы делаем bash install Selenium контейнер. И сейчас он будет скачивать образ. Так, мы все установили. И как бы контейнер запустился, и надо посмотреть, что же там запустилось. Для этого мы делаем sudo docker ps и смотрим. Вот наш контейнер весь у нас. То есть мы видим, что у него порт открыт и так далее. Давайте посмотрим. То есть у нас порт 4444, то есть все айпишники на этом порт слушают. А нам нужно config. Наш айпишник 192.168.171. Если у вас не такой, чего мы упустили и вы, возможно, еще не погуглили, вам нужно будет зайти в Settings, Network и выбрать Bridge Adapter. У вас стоит Net, а нужно выбрать Bridge Adapter. Это позволит... Нет, можно и с NET, в принципе, там у вас будет такая локальная сеть, там 10, там что-то. Просто Bridge Adapter это мост, адаптер, Bridge мост, который соединяет ваше Wi-Fi соединение вашей рабочей машины то есть вы как будто бы через свою рабочую тачку идете в интернет, но только через виртуалку. Вот. В общем, вы видите, что 192.168.171. И заходим, и вау, у нас поднятый Selenium Grid. И вот он, Google Chrome наш. Сейчас сессий никаких нет, потому что мы ничего не запустили, но мы очень даже к этому близки. Так, в принципе, на этом как бы все. Мы сделали уже прямо основу, подобрались ко всему, уже можно пробовать написать небольшой докер-контейнер
точнее написать докер файл небольшой для того, чтобы сделать докер image наш уже личный, который будет связан именно с нашим объектом тестирования, то есть нашим фреймворком, и потом его можно будет использовать еще в контейнере с Selenium. В общем, это будет интересно, но чуть-чуть попозже, поэтому приводите свои мысли в порядок, выпейте чай, кофе и обязательно возвращайтесь.